Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Перебирала недавно образцы мебельной ткани. И смотрите, какая прелесть попалась. Целая картина. Парусник несется по волнам в поисках приключений. Пираты, флибустьеры, новые земли, открытия, золото, океан, свежий ветер в лицо, романтика. Конечно же, хочется подчеркнуть эту красоту оригинальной рамкой. Думаю, что здесь идеально будет джинсовая ткань. Рамку сделаем из мелких кусочков джинсовой ткани. Так интересней. Передние карманы. Конечно же, очень красивые. Но как их вшить? И толстые швы, и металлические клепки. В некоторых случаях можно разобрать это соединение, убрать всю лишнюю ткань. Освобождаем красивый внутренний кармашек. Да и внешняя деталь очень живописная. Здесь можно аккуратно убрать пояс, отпороть верхний край шлевки, а потом пришить его с заходом на верхнюю деталь. Знаю, что сейчас в комментариях уже кто-то пишет: ну сколько можно этот мусор перебирать? Вот вроде бы это ерунда ненужная, а кто-то увидит идею для своего рукоделия. В общем, смотрите сами. Где-то проще срезать лишние швы, где-то лучше их распустить. Следующий очень важный этап: все детали надо тщательно проутюжить. И кроме этого, крупные фрагменты надо укрепить, проклеить клеевым флизелином. Тогда готовое изделие будет более красивым и аккуратным. Джинсовые детали получились самой разной формы и размера. Нам все пригодится. Все джинсовые вкусняшки, сгибы, следы от швов, декоративные отстрочки – все в дело. Отдельно мы собрали небольшие полоски. Из клеевого флизелина вырежем широкую полоску и на сторону с клеем начнем пришивать джинсовые кусочки. Лучше сразу их отстрачивать, тогда все красиво и ровно получается. Девочки, дорогие мои, хочу сообщить вам новость. Сейчас создала канал на Бусти. За символическую плату вам будут доступны новые видео и подборка лучших мастер-классов. Все это в хорошем качестве и без рекламы. Это дает вам возможность финансово поддержать канал в наше нестабильное время. Буду очень благодарна за поддержку. Когда вся основа заполнена, мы ее тщательно проутюживаем с паром. Затем по линейке все промеряем и отрезаем лишнюю ткань. Дальнейшая работа – это сплошное творчество. Смотрим, прикидываем, чем можно продолжить деталь, увеличить ее размер. Если у детали уже красивый обработанный край, то можно просто наложить ее сверху и пришить внахлёст. Если мы соединяем две детали, то просто сшиваем их вместе, потом разворачиваем и отстрачиваем. Самое сложное – это определить, какую деталь куда лучше пришить. Из своего опыта скажу, что легче всего и интересней собирать длинные полоски,
кусочки подбирать подходящей ширины. А дальше вы уже сами увидите, когда у вас будет две больших детали одной ширины, вы сможете соединить их вместе. Единственная рекомендация между вкусняшками вставлять кусочки гладкой нейтральной ткани. Кусочки можно надставлять и пришивать до тех пор, пока не получите нужные вам размеры. А вот теперь эти разномастные куски будем пристраивать к нашей красивой картинке. С одной стороны у нас будет джинсовая мозаика, снизу сделаем широкую полоску из карманов. Конечно, швейная машинка у меня простая, бытовая. При работе за швейной машинкой постараемся избегать грубых швов и соединений. Смотрите, нижняя часть у нас получилась длиннее верхней. Значит, будем собирать, придумывать и вторую сторону. Ее мы собираем по такому же принципу, что и первую деталь. После этого присоединим нижнюю часть с кармашками и подберем ткань для верхней части. Знаете, я заметила, что шлёвки очень украшают изделия из джинсовой ткани. В нашей композиции мы их красиво переплетем между собой и пришьем на швейной машинке. Раньше на старинных картах рисовали розу ветров, а у нас будет джинсовая путанка. Когда мы сделали все соединения, сами видите, изнанка выглядит не очень опрятно. Закроем ее куском вспомогательной ткани. Прошьем с 3 сторон, а вверху все открыто. И вывернем нашу заготовку. Сделаем по краю отделочный шов. А верх мы закроем двойным куском ткани. Специально оставляем там незашитое отверстие. Через него можно вставить рейку для подвешивания. И получилась у нас очень интересная оригинальная вещица. Картина, панно, органайзер. Ее можно повесить в комнате школьника. В этих кармашках удобно хранить разные нужные мелочи. Да и для рукодельницы такая штучка пригодится. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, делитесь этим видео во всех соцсетях. Вы ведь понимаете, что от вашей активности зависит, будут ли вообще выходить новые видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!